Узнай, как воркаутер Вадим Олейник закалил свой характер и какая настоящая цена успеха для выхода на путь чемпиона. Герой сюжета, победитель мировых и европейских чемпионатов, человек с интересной историей жизни, притягивающий людей своей харизмой и невероятными результатами с 16-летним стажем занятий. Если тебе интересно, то готовь свой фирменный перекус, досмотри этот ролик до конца, там ждет подарок. Привет, телостроители! Это Владарович, и ты на канале об уличных тренировках и калистенике. Даже если ты уже знаком с деятельностью Вадима, я раскрою малоизвестные моменты его судьбы, которые не оставят равнодушными никого. Обычно про успешных личностей мы слышим об их сильных сторонах и обсуждаем громкие победы. Но какая обратная сторона у этого успеха? Каковы их страдания и тернистый путь? Признаются немногие. В поисках информации я обнаружил, что это первый полноценный обзор на YouTube о Олейнике. Странно, что до сих пор ни один блогер не сделал этого. Тем этот выпуск и ценен. Ну и те рекорды. Выход силой плюс 50 кг, выход на 2 менее 1 секунды и сумасшедшие базовые сеты поражают. Мы узнаем, что движет атлетом. Некоторые достижения Вадима ты можешь увидеть на экране, а также лучшие его рекорды и сказать, что Олейник просто разносторонний атлет. Этого будет мало. Он своими действиями пропагандирует ту старую философию базового воркаута из Америки, с которой все и зарождалось. В детском возрасте занимался боевым самбо на протяжении 8 лет. Его дедушка был тренером в спецподразделении быстрого реагирования. Именно ему Вадим благодарен за ту внутреннюю стойкость и силу духа. На одном из турниров при переходе во взрослую категорию против Вадима выступил оппонент, который был намного старше и опытнее. После этого боя Олейник попал в больницу с существенными травмами, и доктора сказали: в ринг ты больше не выйдешь. Так все и закончилось в карьере. Хотя нет, пожалуй, это было только большое начало, ведь было принято решение перейти в калистенику, которой Вадик начал заниматься за пару лет до этого. Стаж в воркауте уже около 16 лет. 7 лет он жил за границей, поступил в польский вуз, объездил с мастер-классами несколько континентов. Сегодня он широко известен в Европе, Центральной и Южной Америке, Азии, Индии. В 2018 с ним подписали контракт всемирная компания Nike. После путешествий по миру в поисках идеального места для себя Олейник вернулся жить в родную Одессу и каждый месяц выезжает в Европу на мастер-классы. Увидев много стран, национальностей, переосмыслив многие вещи в путешествиях, он понял, что Одесса – то место, где хорошо, где хочется жить. Вернемся к тому, как он получил мировую известность. По приезду в Польшу для учебы в вузе Вадим брался за все, что могло принести хоть какой-то доход. Сидел с детьми, мыл машины, гулял с собаками, убирал дома. Даже приходилось участвовать в подпольных боях без правил, несмотря на старую бойцовскую травму, ведь нужны были деньги. Тогда он уже параллельно готовился к европейским соревнованиям по калистенике на детской спортплощадке у леса, ведь никаких других возможностей у него не было. О здоровом сне, сбалансированном питании и качественных тренировках речи и близко не шло, и бытовые условия в Польше не располагали. Им двигала здоровая спортивная злость и желание доказать, что все получится. Накануне крупного чемпионата Вадим плохо разогрелся и получил травму, которая выбила из колеи на пару недель. Все накопилось, и он в отчаянии позвонил домой, в слезах все рассказал и взял первенство. И начало все потихоньку меняться в лучшую сторону. Его стали замечать спонсоры на крупных соревнованиях, качество жизни, бытовых условий стало гораздо лучше. Именно калистеника изменила его жизнь, ведь этот спорт в тяжелое время не требовал финансовых затрат и подходит для тех, кому вначале не по карману дорогие спортзалы. Вадим 4 терял все наработанное и начинал сначала. На первых порах проводил обучение калистенике, даже не зная английского. Постарайтесь абстрагироваться от всего того, что мешает двигаться к цели. Регулярность правильных тренировок обязательно приведет к результату. Вадим не призывает создавать искусственные трудности, чтобы закалить характер, если твоя жизнь гораздо спокойнее. Просто задумайся и возьми максимум из своей ситуации. Он 5 лет проработал тренером по калистенике в польских залах и тренирует ребят в интернете. Посетил многие страны и несколько континентов. Цитата Вадима: «Какого бы уровня вы ни достигли в элементах, базу нужно делать всегда.
Она строит тело, фигуру, дает стимул к развитию элементов. Информацию о Вадиме я также стал находить больше о истории создания воркаута как движения, ведь мало кто знает, что за этим стоит вполне реальный и ныне живущий американец Ясин Хасан по прозвищу Giant, 1970 года рождения. Именно он с 1992 года начал активно популяризировать воркаут. Это был стиль с необычной подачей, состоящий из подтягиваний, выходов, отжиманий. Все это объединялось в длительные комбинации, сеты на турнике. Именно такие базовые непрерывные связки упражнений, регулярно из которых делает и Вадим, но уже в своем стиле, это и было настоящим воркаутом. Ясин Хасан, который вынес это учение из тюрьмы на улице, именно от заключенных все и пошло. Ведь воркаут имел особую популярность в тюрьмах или бедных районах. Giant много работал с подростками, чтобы поставить их на правильный путь и вытянуть из неблагоприятного криминального окружения. И мы сейчас с современными веяниями соревнований, с популярностью динамики, многое позабыли. То, что вкладывалось в это движение, какая была философия воркаута. Я хотел бы сделать для вас подробный выпуск в будущем об истории зарождения воркаута. Поддержите лайками. Это будет очень интересно. А во второй части истории о Вадиме я детально разберу его нестандартный подход к тренировкам и что делать именно тебе по шагам, чтобы добиться невероятной выносливости и силы. Много в русскоязычной сети. Все это уже через неделю на моем канале, поэтому обязательно подпишись, нажми колокольчик и пункт «Все уведомления». Так ты гарантированно увидишь мой выпуск. Ну а обещанный подарок ты можешь скачать в описании или в первом комментарии. Автор сюжета я, Владарович. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. А мы встретимся в других моих роликах на канале. Выбирай и смотри.